Скелет, в котором уровень радиации будто бы был превышен в 50 раз. Так рассказывали про находку из древнего города в долине реки Инд. Камни, оплавленные до стеклянного блеска, словно рядом полыхнуло. Люди, застывшие прямо на улицах, некоторые взявшись за руки. И древний индийский текст, в котором потом разглядели описание ослепительной вспышки над городом. Все это про одно место. Ему 4500 лет. Оно старше любой бомбы на свете почти на 4 тысячелетия. А звучит тот текст так. Если бы в небе разом вспыхнул свет 1000 солнц, он был бы подобен сиянию того, кто рушит миры. Записали эти строки в Индии больше 2000 лет назад, в Бхагавад-гите, части Великой Махабхараты. Половина из того, что вы только что услышали, не переживет простой проверки, а вторая половина уведет в загадку куда более странную, чем любой взрыв. Настоящий Мохенджо-Даро оказался непонятнее собственной легенды. Мы знаем, как в нем работала канализация, и до сих пор не знаем, кто им правил и почему он опустел. Начну с того, откуда вообще взялась мысль про древний атомный удар. На пустом месте такое не рождается. В 1979 году вышла книга с прямым названием «Атомная гибель за 2000 лет до нашей эры». Ее автор, Дэвид Девинпорт, много лет проживший в Индии, писал, что в центре руин есть зона поражения шириной примерно в 150 метров. Там все оплавлено и спекшееся, а чуть в стороне кирпичи будто обгорели лишь с одной стороны, с той, что смотрит к центру. Так, по книге, выглядит след направленной вспышки. Держалась эта версия не на крикунах с площади, а на книге, обвешанной сносками, цитатами и фамилиями инженеров, которые будто бы подтверждали: обычный огонь так кирпич не плавит. Выглядело солидно. Только докопаться до этих экспертов и их слов почти невозможно. Ни первичного заключения, ни лаборатории, ни внятной ссылки. Так псевдонаука обычно и надевает белый халат. Набирает громких имен, которые потом никто не проверит. Была у этой популярности и подкладка попроще. Ровные улицы, одинаковый кирпич, канализация. Город устроен так, как не ждешь от бронзового века, если привык считать те времена сплошной дикостью. А потом он вдруг исчезает без внятной причины. Тяга к погибшим сверхцивилизациям стара. На ней держится и легенда про Атлантиду. С тех пор эту версию пересказывали снова и снова, в книгах и телепередачах, каждый раз одними и теми же кадрами оплавленных черепков. От повторения она крепла, хотя новых доказательств не прибавлялось. Опор у этой картины 3: оплавленные камни, радиация в скелете и застывшие люди. Каждая рассыпается по своей причине. Если такие спокойные разборы вам по душе, на канал есть смысл подписаться, у нас их хватает. Оплавленные камни выглядят весомее прочего, потому что их видно. Когда археологи присмотрелись, картина оказалась будничной. Оплавленные куски, правда, есть, только это не стены и не кирпичи мостовых. Это спекшиеся комья керамики, глины и битых браслетов. Такое спекание дает не взрыв, а обычная печь, разогретая для ремесла до высоких температур. Никакой зоны ядерного остекления в городе так и не нашли. Зато уцелело то, чего после взрыва не остается. Целые улицы, кирпичные стены в человеческий рост, дверные проемы, ступени лестниц. Цифра про радиацию, превышенную в 50 раз, звучит как приговор всему спору. У нее даже есть адрес. Она пришла из книги советского автора Александра Горбовского про загадки древней истории, вышедшей в 60-е годы. Оттуда ее переписывали из издания в издание, пока происхождение не стерлось. И даже в той первой книге это лишь строка, брошенная вскользь. Ни один отчет о раскопках Мохенджо-Даро эту радиацию не фиксировал. В научных описаниях находок ее просто нет. Есть подозрение, что в первоисточнике перепутали образцы, и речь шла о совсем другой находке – из Египта. Что именно и где измеряли, установить не удается до сих пор. Остаются люди, застывшие на улицах. Этот образ держится крепче прочих.
Первые копатели в 20-е годы, найдя несколько скелетов рядом в одной комнате, и правда решили, что застали внезапную беду. Тогда еще не умели датировать кости так точно, как теперь. За 9 лет раскопок, с начала до конца 20-х годов прошлого века, во всем Мохенджо-Даро нашли около 37 скелетов, которые уверенно относят ко времени самого города. 37. На поселение, что тянулось на несколько километров и вмещало под 40 тысяч человек. Для гибели всех разом этого до странности мало. Важнее, где именно они лежали. Все останки нашли в жилых кварталах. Ни одного в укрепленной верхней части города, там, где логично ждать последней обороны, если город штурмовали. Археолог Джордж Дейлс заново разобрал эту историю, и вышла его статья в университетском журнале с прямым названием «Миф о массовой гибели». Он задал несколько простых вопросов. Где слой разрушения поверх последнего города? Где сгоревшие дома? Где оружие, наконечники стрел, доспехи нападавших и защитников? В городе, перекопанном вдоль и поперек, ничего этого нет. А еще ничто не говорит, что все они погибли в один час. На этом Дейлс и настаивал. Доказательств одновременной гибели попросту нет. Кости лежали в разных слоях. Одни умерли, когда город еще жил обычной жизнью. Другие легли в уже брошенные улицы много позже. В одном узком переулке кости лежали поперек дороги так, будто человека застигли на месте. При разборе и это оказались останки, которые растащило и сдвинуло за тысячелетия. Только сама строка про 1000 солнц вовсе не про оружие. В этом месте Бог показывает герою свое истинное лицо, и оно слепит ярче 1000 солнц. Грозные небесные орудия в Махабхарате правда описаны, но совсем в других главах. Современные книги про древние катастрофы сшили одно с другим и уложили поверх Мохенджо-Даро. А ядерным этот образ звучит для нас по простой причине. При первом испытании бомбы Роберт Оппенгеймер вспомнил строку из той же самой книги. Так что тянется эта нить не из древности к нам, а из 1945 года назад, в прошлое. В самом тексте нет ни названия города, ни привязки к этой реке. Сначала появилась догадка про атомный удар, а уже под нее подобрали подходящие стихи. От самого взрыва не остается ни одного следа. А город под ним археологи разобрали едва ли не по кирпичу, и объясняется он хуже любой легенды. Долгое время его вообще никто не видел. Над равниной лежали пологие холмы, и ничто не выдавало, что под ними целый город. Само название Мохенджо-Даро на местном языке значит примерно «холм мертвых», хотя дали его уже позже, и к легенде о гибели оно отношения не имеет. Больше того, спустя 2 с лишним тысячи лет после того, как город опустел, люди поднялись на самую высокую из этих насыпей и сложили там буддийскую ступу. Они молились ровно над кровлями исчезнувшей цивилизации и не подозревали об этом. Что под этой равниной скрыт огромный древний город, первым понял индийский археолог Ракхалдас Баннерджи, а систематически копать здесь начали в начале 20-х годов прошлого века. И вынутая из земли на привычную древность не походила. Строили город около 2500 лет до нашей эры и строили по плану. Улицы пересекаются почти под прямым углом, будто размеченные по чертежу. Кирпич везде выдержан в одной пропорции. Высота, ширина и длина относятся друг к другу как 1, 2 и 4. И пропорция эта не местная причуда. Такой же кирпич по всей цивилизации Инда, а это больше 1000 известных поселений, на площади больше, чем современные Франция и Германия вместе. Мастер в одном поселении лепил кирпич ровно тех же пропорций, что и мастер за 800 километров от него 4500 лет назад. Держалась при этом именно пропорция, а не единый размер. Сами кирпичи бывали и крупнее, и мельче. И держалась она сотни лет, по всему этому пространству разом. Под улицами шли крытые желоба. Стоки из отдельных домов выходили в общие каналы вдоль дороги, накрытые сверху кирпичом. Домашние уборные, соединенные с городской системой отвода воды, за 2000 лет до нашей эры.
Во многих краях о таком бытовом удобстве потом надолго забудут. Колодцев в городе насчитали больше 700, сложенных клиновидным кирпичом по кольцу, и многие из них уцелели до наших дней. И доставались эти удобства не одной верхушке. Хороший колодец и отвод воды встречаются и в скромных домах. Сами дома глядели на улицу глухими стенами, а вход делали со двора или из бокового переулка, подальше от чужих глаз. Внутри у многих был свой угол для мытья с наклонным полом и стоком. Эти люди ценили и чистую воду, и то, что мы теперь зовем уединением. Город не раз затапливало, и его отстраивали заново, поверх прежнего, по той же самой сетке улиц, так что холмы под ним росли все выше. Сам город делится надвое. Внизу жилые кварталы, а над ними, на насыпной платформе высотой с 4-этажный дом, стоит так называемая цитадель. По логике, там место дворцу или тронному залу. А стоит там бассейн. Кирпичный, 12 метров в длину, 7 в ширину, около 2,5 метров глубиной. Дно и стены сделали непроницаемыми для воды. Кладка на гипсовом растворе. Поверх слой природной смолы, битума, как герметик. Воду набирали из отдельного колодца рядом. Спускали через выведенный в стене сток. Это одна из древнейших монументальных общественных водных построек, какие мы вообще знаем. Чаще всего ее связывают с обрядовым омовением, но точного назначения никто не назовет. Одни видят обряд, другие – водохранилище, а комнатки вокруг могли быть раздевалками. Замкнутым в себе этот город не был. Каменные гирьки для взвешивания сделаны по единой системе с точным шагом веса, будто на всех рынках заранее сговорились об одной мере. А маленькие резные печати здешнего народа находят и за сотни километров в городах Месопотамии, с которыми он торговал. Народ, чьи знаки мы не можем прочесть, вел дела с шумерами, которых мы читаем свободно. Соседи по торговле оставили нам библиотеки глиняных табличек. В месопотамских записях даже всплывает далекая страна Милухха, откуда везли слоновую кость, сердолик и редкое дерево, и многие считают, что это и есть цивилизация Инда. Соседи знали ее по имени, которое дали ей сами. У целой цивилизации нет того, что мы привыкли видеть у любой древней державы такого размаха. Нет дворцов, нет царских гробниц с золотом, нет храмов, что подавляли бы человека высотой. Нет ни единого изображения правителя, бьющего себя в грудь и требующего поклонения. Держава, растянутая наполовину Европы, с единым кирпичом и едиными мерами веса, работает как один механизм. А кто держал этот порядок? Единая власть или просто общая выучка, что передавалась из рук в руки? Археология сказать не может. Привычных примет монархии тут просто нет. Ни трона, ни короны, ни лица правителя на камне. Есть, правда, одна небольшая каменная голова, которую по традиции зовут жрецом и царем разом. Но был ли этот человек хоть тем, хоть другим, никто не знает. Имя ему придумали уже археологи. Вторая пустота еще глуше. Писать эти люди умели. На тысячах маленьких печатей стоят короткие надписи, значки в ряд, и находят их до сих пор. На многих оттиснут странный зверь, однорогое существо в профиль, похожее на быка, которого прозвали единорогом Инда. Что он означал, тоже никто не знает. Рядом на других печатях тигры, слоны и лодки, вырезанные на удивление живо. Прочесть же сами надписи не может никто. Письменность Инда не разгадана. Расшифровать ее пытались десятки раз, и ни одна попытка не признана. Знаков в ней насчитали больше 400, а надписи короткие, в среднем по 5 значков. Мы даже не знаем толком, письменность ли это в привычном смысле, или очень узкая система знаков для имен, меток и товаров. В цепочках значков находят подобие порядка, но спорят и об этом. Даже если их однажды прочтут, целой книги они, скорее всего, не откроют. Нет рядом второго текста на понятном языке. Нет своей розетской таблички, нет списков царей. Целый народ, от которого осталось все, кроме голоса, а осталось, на удивление, живое. В земле нашли крохотную бронзовую фигурку девушки, отлитую по выплавляемой модели.
Она стоит, положив руку на бедро, чуть отставив ногу, будто ее застали посреди движения. Ей 4500 лет. Виден наклон головы, браслеты по всей руке, дерзкий разворот плеч. Кто ее отлил, из кого лепил, мы не узнаем. О ней известна только поза. Рядом из тех же слоев достают детские игрушки на колесиках, кости для игры, украшения. Весь уклад этого города держался на воде. И ее нехватка, судя по всему, стала одной из причин, по которым он позже опустел. Что именно случилось с городом, археологи спорят до сих пор, и единой картины пока нет. Около 4200 лет назад климат менялся сразу во многих краях. Тогда же слабеет Древний Египет времен строителей пирамид, а в Месопотамии распадается первая в истории империя. В Южной Азии в это время выдыхается муссон, тот самый, что приносил дожди. Это не единственная причина и точно не мгновенный удар, но, похоже, один из важных толчков, с которого харабская жизнь начала медленно перестраиваться. Речная система, на которой держались поля и разливы, менялась и пересыхала, а весь уклад Инда стоял на воде и урожае. Свежие работы добавляют важное. Была не одна катастрофическая засуха, а череда долгих сухих периодов. Некоторые тянулись больше 85 лет. К таким засухам люди успевали приспособиться, меняли посевы, перестраивали хозяйство. Люди начали уходить. Не в одну ночь, а поколение за поколением, смещаясь на восток, где было больше воды. Большие города пустели, жизнь перетекала в мелкие деревни. Дальняя торговля с Месопотамией сжималась до местной. Старую догадку про воинственных пришельцев, разом снесших эти города, археологи давно оставили. Следов большого вторжения так и не нашли. К 1900 году до нашей эры город уже угасал, а спустя век с небольшим крупные центры цивилизации Инда почти опустели. Странно, что версия про мгновенную вспышку прижилась так легко, а медленное угасание почти никого не держит. Один удар уложить в голове легко. Миг, свет, виновник. А растянутый на века уход, где не случилось ни одной решающей секунды и некого винить, ун принимает куда хуже. Хотя именно он сходится с раскопанным гораздо точнее. Разомкнуть это молчание могла бы одна находка. Длинная надпись на 2 языках, где рядом со здешними значками стояли бы понятные нам слова. Такой пока нет. А большая часть города так и лежит под многометровым речным илом, нетронутая. Возможно, она уже там. Если дочитали до этого места, напишите в комментариях, какой из 2 финалов принять тяжелее – мгновенный взрыв или долгий уход. Мне правда любопытно, как разделятся голоса. И подпишитесь, если хотите разбирать такие истории и впредь. Здесь их хватает.